Приветствую всех гостей канала «Жизнь женщин». Что бы там ни говорили, а жизнь на пенсии– особый период жизни человека. И отношение к нему неоднозначное. Кто-то с опаской и страхом ждет приближающийся рубеж, а кто-то незаметно для себя плавно и легко перемещается в следующую возрастную категорию, особо не задумываясь, как и что будет дальше. Почему мы боимся? Наверное, потому что постоянно откладываем свои мечты на потом. А оказывается, что никакого потом нет. Есть только сегодня и только сейчас. Нет, стареть мне, конечно, не нравится. Напротив, хочется быть вечно молодой, сильной, здоровой, с красивым телом, хорошей фигурой, без предательских морщин на лице и коричневых пятен на руках. Но если задуматься, это больше эстетика, как бы внешняя оболочка человека. Как могут помешать активно жить морщины и слегка расплывшаяся фигура, которая ну никак не хочет возвращаться в желаемые параметры, или то, что иногда меня называют бабушкой? Да никак, если нет больших проблем со здоровьем. Не надо ограничивать себя стереотипами о возрасте. Нельзя запрещать себе делать то, что хочется. Некоторые говорят, что старость– это подарок, особенно для женщины. Ведь всю свою жизнь ты растратила на заботу о детях, муже, родителях. И только когда тебе исполняется лет 60, дети уже взрослые, а муж не такой вредный. Можно посвятить время тому, чего ты хотела все эти годы. Насыщенная жизнь отдаляет страх перед неизвестностью. У желаний нет возраста, и это я вам докажу комментариями реальных людей. Выращиваю много цветов, и садовых, и комнатных, на продажу. Добавка к пенсии хоть какая-то. Продавала по месту, теперь освоила продажу через интернет. Мне в этом году будет 65. Мне нравится, правда, мороки много с упаковкой, но зато приятно получать слова благодарности от довольных клиентов. И приятно осознавать, что выращенные мною растения теперь живут по всей территории моей страны, признается Елена. С возрастом приходит понимание, что продукты, выращенные своими руками, намного вкуснее и полезнее тех, что лежат в магазине, а работа у земли успокаивает и становится своеобразной медитацией. Жизнь в свое удовольствие значит, что иногда приходится отказывать в просьбах. Как ни крути, пока ты делаешь добро другим людям, ты тратишь свою жизнь. Это, конечно, не означает, что надо перестать помогать своим родственникам и друзьям, но это значит, что надо уметь видеть разницу между тем, когда люди нуждаются в помощи и когда они могут без нее обойтись. Я научилась говорить «нет» к 60 годам. Большая часть жизни уже прожита, и теперь я хочу пожить для себя. Я чувствую себя счастливой и больше не обременяю свою жизнь чужими проблемами, не стараюсь навязать свою помощь, как это было раньше. Теперь я все делаю так, как хочется мне, а не так, как это удобно другим, утверждает Ольга. Найти себя в искусстве. Почему бы и нет? Так же, как этому учиться в школе, можно научиться и в зрелом возрасте, но уже более осознанно и с удовольствием. Учиться вообще никогда не поздно. Кто-то с трудом заканчивает школу, а кто-то в 44 года получает первую специальность в университете. Разве это не прекрасно? Уже 5 лет занимаюсь в арт-студии. Пишу маслом, рисую акварелью и пастелью. Еще купила станок для ткачества. Пытаюсь выткать гобелен. Но поняла одно, не надо разбрасываться, а то много недоделанных работ и по рисованию, и по ткачеству, а еще никак не могу закончить вышивку. Вот вязание идет хорошо. Вечерком в кресле перед хорошим фильмом, делится Таня. Привести себя в форму значит позаботиться о своем здоровье и улучшить качество жизни. Некоторым удается всю жизнь следить за собой, а у кого-то постоянно не хватает времени. Но когда заботиться о детях больше не надо, можно уделить время себе. Полюбить себя. Научиться питаться качественно и вкусно. Научиться готовить так, что за уши не оттащишь, а потом не будешь стыдливо хватать себя за бока. Годы заботы о семье пролетели очень быстро. Как-то я взглянула на себя в зеркало и заплакала. На меня смотрела тучная, грустная женщина, которая видела счастье в шоколадном тортике. Эта женщина сидела безвылазно дома, смотрела сериалы с ведерком мороженого и ненавидела себя. Больше той женщины нет. Я абсолютно изменила отношение к себе. Я завела собаку.
Начала ходить на йогу и решила с психологом проблемы, которые я заедала сладостями. В 60 я нравлюсь себе больше, чем в 38, улыбается Инна. Вот что я стараюсь делать, а точнее начала делать после 60 лет, пишет Светлана. Я ухаживаю за собой. Прокрашиваю волосы, крашу губы помадой и подкрашиваю ресницы. Стараюсь не надевать старую поношенную одежду. Пусть будет одежды немного, но она будет опрятная. Да, это будет не очень модно, но подходит мне по стилю и по моему внутреннему ощущению. Я могу сказать, что после 60 лет я наконец-то начала надевать то, что мне близко по душе, а не кому-то нужно. Я стала правильно питаться. Все-таки возраст не тот, чтобы травить себя пальмовым маслом, жирными и очень сладкими продуктами. Больше овощей, фруктов, свежей зелени, а также молочных продуктов. Чем здоровее продукты, тем здоровее буду и я. Мое настроение также изменилось. Я стала более оптимистичной, положительной. А зачем и почему грустить? Ведь жизнь одна, она коротенькая и неизвестно, когда закончится. Так зачем вообще грустить? Я стала следить за здоровьем. Хочется пожить еще, поэтому я стала после 60 лет следить за своим здоровьем. Интересоваться вопросами здоровья, того, как устроен наш организм, как работают внутренние органы, как на них влияет питание, окружающая среда. А еще я стала более экономной. Стараюсь откладывать деньги и зарабатывать по возможности и путешествовать. Пусть раз в 5 лет, но лучше так, чем вообще ничего не делать. Нагружать мозг нужно всегда, и до 60, и после него. Наши нейроны в мозгу без постоянной нагрузки погибают, а это значит, что нужно каждый день читать, разгадывать сканворды, писать рукой в тетради, записывать свои эмоции и учиться чему-то новому. Это развивает головной мозг и не дает развиваться деменции. Просто нужно радоваться жизни. И делать это особенно важно и нужно после 60 лет. Нам отведен не такой большой срок для радости, всего лишь одна жизнь. Поэтому давайте каждый день будем находить один повод для радости и записывать его в блокнот. В конце месяца перечитывать такие записи очень полезно для себя. А еще можно писать благодарности. К примеру, сегодня я благодарю жизнь за возможность дышать, слышать и видеть. Что я сделала впервые только после 60? До этого на первом месте неизменно были желания детей, близких, проблемы на работе, семейные неурядицы. На этот вопрос ответ у каждого, конечно, свой, ведь мы все такие разные. Для кого-то смысл жизни по-прежнему только в работе, которая никогда не надоест и с которой трудно расстаться. Кто-то посчитает за счастье возиться с внуками и помогать детям, а кто-то воплотит мечту о дальних путешествиях или займется любимым делом. Лично для меня это наконец-то наступившая свобода. Я могу быть сама собой, делать то, что хочется, а не то, что нужно, и не обращать внимания на условности. За это я просто обожаю свой возраст. Впервые после 60 я отправилась в тренажерный зал, не испытывая при этом в окружении стройных, подтянутых девушек и молодых женщин какого-либо дискомфорта, неловкости или смущения. Впервые я позволила себе завести домашнего питомца. На собаку все-таки не отважилась, хотя ежедневные прогулки были бы очень полезны для моего здоровья. Но вот кот Васька, наш любимец и лекарство от хандры, надеюсь, надолго поселился в нашем доме. Впервые после выхода на пенсию нашла работу в интернете и научилась зарабатывать. Разобралась с премудростями ведения семейного бюджета и вложила в акции первые деньги. Основательно занялась вязанием. Наконец-то путешествия заняли в моем графике дел постоянное место. Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает жить дважды. Еще я поняла такую вещь. В нашем возрасте нет прямой взаимосвязи между материальным благополучием и степенью удовлетворенности жизнью. Хотя с деньгами жить, конечно, веселее и проще, но все-таки ощущение полной жизни на этом этапе больше зависит от внутреннего настроя и желаний. Жить моментом, а разрешать себе делать глупости и то, чего очень хочется, это ли несчастье?
Не переставай любить себя, узнавать новые грани своей личности. И тогда у тебя просто не возникнет вопросом о том, прилично ли заниматься рисованием, пилатесом или танцами в твоем возрасте. Дело не в возрасте, а в том, что мы осмеливаемся делать, насколько мы зависимы от чужого мнения и чем согласны пожертвовать ради собственного счастья. Все в твоей голове. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете и как представляете свою жизнь на пенсии. Поделитесь своими историями про осуществленные мечты в зрелом возрасте. Это очень мотивирует не опускать руки, когда не все так просто. Буду рада всем вашим откликам. Не забудьте подписаться на канал и поделиться с друзьями. До новых выпусков. Пока-пока.